3 часа утра 14 июня маршал Лан открыл артиллерийский огонь по русским частям с целью задержать их на невыгодных позициях. Это создавало видимость, что у Фридланда расположилась вся армия Наполеона. Приняв видимое за действительное, русский главнокомандующий перевел на западный берег реки Алле всю армию и приготовился атаковать неприятеля. Ошибка Беннингсена заключалась в том, что он собрал свое войско в небольшое излучине реки, и в случае неудачи отход войск через мосты был бы слишком затруднителен. Наполеон, получив донесение Лана о начавшемся сражении, отдал приказ всем своим силам идти к Фридланду. Туда же направился сам. В скором времени на левом фланге арьергард русских был атакован французской кавалерией и пехотой, вышедшей из Сарталакского леса. Русская конница была опрокинута стремительной атакой и укрылась за линиями пехоты. На правом фланге произошло несколько кавалерийских стычек с переменным успехом. В 9 часов утра силы сторон почти уравнялись. Подоспевший к 12 часам дня Наполеон оценил недостатки русской позиции и наметил ударом по их левому флангу, которым командовал генерал Багратион, отрезать русских от переправ и уничтожить. Когда к 17 часам подошли корпуса Нея и Виктора, а также гвардия, развернулась грандиозная битва. Главный удар по русским должен был нанести Ней. В его задачу входило опрокинуть части Багратиона, выйти к мостам через реку Алле, блокировать их и отрезать русской армии пути отступления на восточный берег. В 17 часов около 80 тысяч французов начали наступление. Ней из Сарталакского леса начал развертывание своих сил. Он врезался в гущу русских, выдержал град картечи и вскоре подошел вплотную к войскам Багратиона. На опушке леса он установил батарею из 46 орудий и в момент атаки русских открыл из нее убийственный огонь. Только теперь, осознав трагичное положение армии, Беннингсен дал приказ отходить. Сдерживая напор французов, Багратион все же провел свои войска к мостам. К 20 часам вечера Ней вошел в город, захватил замок Фридланд, но овладеть переправами не сумел, так как русские, отступая, подожгли их. Положение русских войск на правом фланге оказалось еще тяжелее. Правый фланг русских оказался отрезанным. Получив приказ к отступлению, Горчаков стал выводить свои части через Фридланд. Однако город уже был в руках французов. Теснимые с тыла Ланом и Мортье, русские все же пробили себе дорогу к реке, но мостов уже не было. Наконец были найдены броды, и войска под огнем противника стали переправляться. В конце концов, около 21 часа французы сбросили Горчакова в реку Алле. Часть русских войск потонула в реке, часть, отступая вдоль реки, погибла или сдалась в плен.